Здравствуйте, друзья! Всем нам периодически приходится сверлить отверстия в металле, и для того, чтобы сделать это ровно и правильно, нужно сделать разметку, после чего накернить. Залогом успеха является правильное кернение. Кто-то пользуется стандартным заводским керном, кто-то пользуется обычным дюбелем. Оба способа хороши, но они не всегда дают идеальный результат. Чаще всего кернение не доставляет никаких хлопот, и выемка получается точно по центру, потому что центр у него очень острый. Но иногда бывает, что мы промахиваемся по керну, бьем не совсем прямолинейно, и когда керн заглубляется, он немножко уходит в сторону. И в этом случае отверстие мы просверлить точно уже не можем. Чаще всего для того, чтобы поправить насечку, мы слегка смещаем керн и ударяем еще раз. Керн сползает по боковой стенке первого конуса, немножко натягивает материал и становится вроде бы на центр. Казалось бы, мы нашли точный центр, можно сверлить и получить точное отверстие. Но на самом деле этого не происходит. А не происходит этого потому, что вокруг кернения у нас образуется небольшой бортик, и его высота по периметру не одинакова. В том месте, где кернение было сделано правильно за один раз, мы получили отверстие точно по центру. А вот там, где мы немножко ошиблись и поправили, все равно отверстие получается со смещением. Можно, конечно, тренировать глазомер и координацию движения, но все равно погрешности периодически будут возникать. И сегодня мы займемся тем, что сделаем пружинный керн, который исключит погрешности. Нам понадобится стальной или бронзовый пруток, и понадобится пружина вот такого внешнего вида, желательно подлиннее, и пружину брать помягче. И в качестве байка я буду использовать тот же самый дюбель. Мы будем заниматься токарными работами, но токарным станком я пользоваться не буду. Воспользуюсь обычной дрелью, и к дрели мне понадобится вот такая стойка, которую с успехом можно заменить обычной деревянной колодкой. Для обтачивания прутка и придания ему нужной формы можно воспользоваться любой бормашиной, я буду пользоваться Марафон М3 Чемпион с 37-м наконечником. Дюбель имеет диаметр 4,5 мм, но за счет насечки диаметр его тела чуть-чуть больше. Начнем с того, что отторцуем заготовку, просверлим точно по центру отверстия диаметром 4,5 мм, в которое забьем обрезанный кончик дюбеля. Процесс предельно прост. Заготовка вращается дрелью, а диск выполняет роль резца. Тем же самым способом при помощи сферического бора я нахожу центр. Хоть заготовка у нас и не центрованная, но все-таки центр мы нашли очень точно. Для того, чтобы получить точное соосное отверстие, сверло диаметром 4,5 мм я зажимаю в тиски, вращаю заготовку и надавливаю заготовкой на сверло. Подготовительные работы сделаны, и можно формировать наружные контуры. Если дрель у вас не идеальная и присутствует люфт, то можно воспользоваться, например, деревянным конусом в качестве задней бабки. Начинать работу нужно легкими прикосновениями до тех пор, пока вы не получите ровную симметричную форму. Если у вас есть крупные твердосплавные борфрезы, то можно воспользоваться ими, они дают существенно больший съем. Кончик можно сделать любой формы. Главное, чтобы здесь был поясок. За пояском должна быть обязательно ступенька, и после следует ёршик. Диаметр ёршика на 1 мм больше, чем внутренний диаметр пружины. От пружины отрезаем лишнее. Забиваем центр в наконечник. Для того, чтобы сразу не подпортить кончик, делать буду это на медной наковальне.
С обратной стороны сделал пологий конус для того, чтобы пружина лучше надевалась. Чтобы надеть пружину, нужно вращать, чтобы витки ее раскрылись и расширились. Для того, чтобы снять наконечник, вращаем пружины в том же направлении и стягиваем. А теперь тем же самым способом вытачиваем хвостовик. Вот керн и готов. Как же он работает? А работает он очень просто. Устанавливаем его в нужное место, оттягиваем пружинку и отпускаем. Пружинка, конечно, маловато, поэтому глубина не такая уж большая, но ее достаточно для того, чтобы засверливать. Также удар можно усилить за счет увеличения массы хвостовика. Для получения более глубоких отметок достаточно ударить несколько раз. Вот и готов наш керн. Простой, удобный и очень надежный. А самое главное, для работы с ним не требуется молоток. И еще один плюс этого керна: он полностью исключает погрешности при неровном ударе молотка. Действует он примерно как и японская пила, которую мы тянем на себя, она распрямляется. И в данном случае, когда мы керн растягиваем, пружина распрямляется в одну линию. И когда мы отпускаем заднюю часть, пружина сжимается тоже строго по прямой линии, и удар приходится точно по центру, без всяких смещений. Идея эта, конечно же, не нова, но я надеюсь, что кому-то она будет полезной. И на этом наш мастер-класс закончен. Не забывайте ставить оценки, подписываться на канал и делиться этим видео в соцсетях. До новых встреч!